User BX1 опять цифры. Друзья, я предлагаю вам поменять имена в YouTube. Может быть, он какой-то алгоритм новый вот с этой вот штучкой, с собачкой придумал. Скорее всего, это новая политика YouTube, чтобы мы проще, может быть, в поиске находили имена. Так что обратите на это внимание. Ну и дальше. User. Здравствуйте, Вячеслав. Благодарю, здрасте. Вас за щедрость и все такое. Честность в советах и рекомендациях. Часа на пол безотрывно зависла на вашей галерее с вашими работами. Восторг. Зависайте, друзья, пожалуйста. Там, кстати, есть много папочек, включая там обнаженная модель темперой, карандашом, акварелью. Это работы, которые тоже продаются, так что вы заходите и смелее дарите друзьям, себе на праздник Новый год подарки. Возник такой вопрос, как смотреть на хорошие работы и брать для себя максимум пользы для обогащения своей живописи. Возможно, есть какие-то алгоритмы анализа, что ли, вспомогательные вопросы для размышления. Есть, конечно. Или достаточно просто напитываться впечатлениями и смотреть как можно больше. Второй вопрос. Даете вы индивидуальные консультации, да, где, как, что. На сайте написана вкладка «Консультации». Они платные, но там разумная цена. Это консультации такие. Вы присылаете работу, фото, там все написано. Фото работы, фото мотива, которые пишете. И я делаю подробный видеоразбор, присылаю вам в файл. Итак, как смотреть на хорошие работы? Ну, как на хорошего человека. Вот вы увидели, например, мужчину. Ну, я подразумеваю, что вы девушка, поскольку вы пишете «зависла». Ну, и вот вы зависли на человеке, сразу первый взгляд такой, да, а он начинает говорить, а вы, очарованные его внешностью, но обманчиво, может быть, внешность, вы сразу дополнительные вопросы задаете. А что он любит? Ну, осмотрели его, просканировали сверху донизу, конечно. И, задавать вопросы. А зачем вопросы? Надо в деле попробовать. Говорят, даже до замужества лучше с человеком пожить. Помолвку там записать какую-то. Чтобы пожить, чтобы почувствовать вообще, как он. Что он там, не ругается, например, если тапки не на том месте лежат. Или борщ недостаточно тепл, горячий. Как он себя ведет на кровати, под кроватью, какую книжку читает. То есть вы делаете такой скан-анализ, отчет бухгалтерный, ставите плюсы и минусы и решаете, подходит вообще он вам или нет. Бывают ошибки. Но все равно вот первое ощущение, согласитесь, оно не обманывает. Вот это чувство прям, вот оно или нет. А если начинается, да вроде ничего, одно и хуже, это все равно, это обречено, мне кажется. Так и здесь работа. Посмотрели на работу. Она вообще как? Она пьянит или трезвит? Если пьянит, можно дальше разглядывать. Плюсы, минусы ставить в этой картотеке, в бюстгальтерном вот этом учете. То есть жирный мазок – плюс. Не туда поставил – минус. И так выйдет, что по сумме баллов считать. Какая победила, ту и покупать. Хорошая работа, уважаемый юзер BX1 и дальше, она сразу включает все центры. Сразу хочется веселиться, играть и пить шампанское. Как одна женщина написала, брызги шампанского у нее по спине побежали, когда она посмотрела там на одну работу. Вот так. Пузырьки шампанского как будто внутри. Хорошо. То есть энергии совпали. В вас происходит изменение. Фактически хорошая работа – это в вас, в зрителе, изменение. И один коллекционер, он говорит, я покупаю там у тебя работы, и все время просыпаюсь утром с ощущением счастья. То есть каждый мой день, он говорит, его слово, наполнен радостью. А один раз я заплатил там за работу, а она каждый день меня изменяет в сторону радости. И я иду на работу там или куда-то наполненный. Так что картина, казалось бы, мелочь пузатая, висит какой-то холст, измазанный испачканными красками, работает сильнее, чем телевизор или книжка.
или разговор, потому что она молчалива, в ней же впечатана, вморожена вот эта энергия восторга художника. И она транслируется через века, конечно. Так что заходите на сайт, зависайте, девушки и мальчики. Лайк-то я поставил, а вот что вы предложили, я так и не понял, что писать БББ или ВВВ, или хрен его знает. В общем, разберитесь, что вы хотите, наконец, видеть. Радимир Гру, Израиль. Да ничего я не хочу видеть, это YouTube хочет видеть, дорогой Радимир Гру, Израиль. Что-нибудь, вот то, что вы написали, это совершенно замечательно. YouTube думает, что мы общаемся и больше раздает видео. Мне нужны подписчики. Так что участвуйте. Напишите вот то же самое. Можете закопипастить вот это хрен его знает. И пойдет. Юзер UP опять тут 9 цифр. Жизнь течет. Ни будущего, ни прошлого нет. Прошлое мертво, а будущее не родилось. Поэтому лучше на них не зацикливаться. Так можно от настоящего отвернуться. А вот представьте, юзер UP 9 цифр. Вот вы, например, от настоящего отворачиваетесь, сняли очки и начали отворачиваться от настоящего. А вы сейчас где, отворачиваясь? Вы что, не в настоящем, что ли? Как вообще от него можно отвернуться? Наверное, чешется, например. Это же сейчас чешется. Как от него отвернешься? Даже если ты отвернулся, а чешешь здесь, ну ты же чешешь, ты что, не чувствуешь, что ли, слон? То есть нужно, я не знаю, бить или так тоже не чувствуешь. Надо кувалдой, бум-бум. Не, кувалда это другое. Так что юзер 9, UP 9 цифр, мы выяснили, что невозможно от настоящего отвернуться, как бы ты ни хотел. Ну, если, конечно, совсем в опьянении, например, алкогольном. Ты не понимаешь, где, кто, как ты здесь оказался, что происходит. Но ты же даже в этот момент, ты не понимаешь же в этот момент, что происходит. Это же настоящее. Мне получается невозможно отвернуться. Лена Терзян. Все предложенные темы интересны. А по поводу размашистости очень хотелось бы поговорить подробнее. Может, в контексте стилей, чтобы освободиться от привычки выписывать предметы. Ну да, об этом стоит поговорить. А чего привыкать-то к этому? Ну, хорошо, приготовили мы с вами, Лена Терзян, что, плов. Вот такое вот блюдье, вот казан. И все в нашу команду, палату, разложили им по тарелкам, значит, ну, хорошую порцию. И что каждый будет вот, Лена приготовила плов. Начали, значит, руками, конечно же. Но ты же не будешь, вот взял вот руками вот эту вот пловинку, плашку. Ты же не будешь разглядывать каждую рисинку. И там еще морковочку, лук, и еще там чего, да? Ты же сразу насыщаешься. Чего там вообще? Ну, ты же ешь эту тарелку и наслаждаешься. Ну, ложками, хорошо, ложками, вилками, наконец. Все течет, все вот это вот, да, вот рукавом, естественно, вытираем. Но нам же хорошо. То есть мы наслаждаемся от всего плова, от съеденного вот этого, от целого. Чего там мельчить-то вот это? Сколько рисинок? Еще посчитать надо, выложить. Сколько я тысяч рисинок съел в этой порции. Да нет, конечно. Лучше целиком. Большими массами есть нужно, большими кусками. Так и в живописи мыслить так широко. Взяла, увидела, например, пятно, хоп, на тарелку, увидела там светлое пятно, хопа, и сравнила. И вот этими массами ты мыслишь. И никуда ты не денешься, мы с Леной на «ты», от того, что... какие тут могут быть детали? Потом детали. В нужном месте. Там, хоп, один кусок и сойдет. Вся эта масса, сойдет. А вот здесь детали ты уже натыкаешь, рисинки вот эти вот. И все будет хорошо. Размашистость сама появится от мышления большими кусками. Никуда от этого просто не денешься. Я тут давеча надысь, тупорыш, наброски рисовал. Покажу вам в конце ролика вот какую-то серию.
А вообще по наброскам у меня очень есть ценные уроки и по карандашом, и темперой. Акварелью я не помню, нет еще. Посмотрите, пожалуйста, анонсик, выберите какой-то урок. Он важен почему? Потому что там рисунок, там прям вот детально все, конструкция обсуждается, показывается, как это все, как не ошибаться, когда ты рисуешь человека. А человека-то рисовать важно, потому что это сложная форма в пространстве. Научись его рисовать, и уж домик какой-то, дерево поставишь на свое место. Поэтому анонс. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком.